Что же такое капитальный ремонт двигателя? Капитальный ремонт двигателя – это полное восстановление всех заводских характеристик. Можно услышать и слово «переборка», но я его использовать не буду, потому что перебирают не двигатель, а картошку. Для примера я возьму головку блока цилиндров от мотора 3ВЗЕ и проведу на ней все необходимые операции. Головка имеет ряд проблем, поэтому при просмотре видео имейте это в виду. После разборки двигателя первое, что необходимо сделать, это хорошо отмыть его детали. Эту процедуру лучше проводить в специальной мойке. Мойка для двигателей устроена по такому же принципу, как и посудомоечная машина. В нее помещаем деталь, включаем, закрываем, и горячий раствор делает свое дело. После мойки необходимо провести обязательную процедуру по проверке головки блоков цилиндра на наличие трещины. Такая процедура называется опрессовкой и проводится на специальном станке. Давайте посмотрим, как он работает. В станок устанавливается испытуемая головка, и в ней с помощью резиновых уплотнителей затыкаются все водяные отверстия, кроме одного. В оставшиеся отверстия с помощью специальной пластины со штуцером подается воздух под давлением 4 атмосферы. После головка погружается в воду, температура которой 70 градусов, и если мы увидим пузырьки, то значит головка не герметична и имеет трещину. Конструкция у нас полностью собрана, давление в системе держится, пришло время погружения. Ну вот мы видим то, что есть трещина в головке. На этом диагностику можно завершать. Головка только в мусорку. После того, как мы убедились, что головка блока цилиндров не имеет трещин, нам необходимо провести дефектовку всех остальных деталей. Для этого нам потребуется высокоточное оборудование, а именно специальный стол с набором призм, куда детали будут устанавливаться. Индикатор часового типа для проверки биения. Набор микрометров для проверки наружных диаметров. Нутромер для проверки внутренних диаметров. И специальный набор концевых мер, который нужен для проверки самого высокоточного оборудования, так как в процессе эксплуатации оно может давать некоторые погрешности. Проверку начнем с замера биения распредвала. Для этого установим распредвал в призмы. Закрепим индикатор и начнем вращать распредвал. Стрелка будет у нас бегать. Если значения от минимального до максимального показаний будут больше, чем 3 деления, то такой распредвал устанавливать нельзя. Распредвал у нас в норме, поэтому продолжим измерение. Сейчас нам нужно создать таблицу диаметров шеек. Для этого воспользуемся микрометром. Каждую шейку замеряем и записываем в тетрадку. Все эти размеры нам потребуются в дальнейшем. После того, как мы создали таблицу размеров шеек распредвала, нам необходимо создать аналогичную таблицу постели распредвала. Давайте расскажу про крышки. Крышка является составляющей частью головки блока цилиндров. Она имеет свой порядковый номер и направление, поэтому их нельзя переставлять с одной головки на другую, а также нельзя менять порядок установки. Для того, чтобы замерить диаметр постели, мне необходимо знать примерный размер. Предварительно я его замерил, он около 34 мм. Дальше я беру концевые меры и набираю 34 мм. С помощью микрометра устанавливаю его на выбранный размер. После беру нутромер и выставляю на нем 0.
Потом прикручиваю одну из крышек с нужным моментом табличным и измеряю отклонение нутромера. Диаметр у нас получается 34 мм плюс-минус отклонение нутромера. Аналогичную операцию мы проводим для всех шеек и постелей, а потом просто вычитаем одно значение из другого и получаем зазор распредвала и головки. Далее нам нужно сравнить с табличным значением и уже принимать решение о том, требуется ремонт, либо устанавливать так, как есть. Кроме сухих цифр, очень важен и визуальный осмотр. Давайте сделаем визуальный осмотр постелей. Значит, постели должны быть ровные, без каких-либо задиров и полосочек. Здесь же у нас на головке видно то, что есть серьезные задиры, как в самой постели, так и в крышке. Такую головку устанавливать, конечно же, нельзя. В данном случае требуется ремонт постелей, но ремонт каждой постели достаточно дорогостоящая операция, поэтому на круг выйдет очень много и легче найти просто другую головку, а эту выбросить. Поэтому эту головку мы должны были уже выбросить 2 раза. Первый раз, когда она потекла, второй раз, когда мы увидели то, что постели требует восстановления. Переходим к диагностике клапана. У клапана есть нерабочая зона и рабочая зона. Нам нужно замерить разницу. Для этого берем самый маленький микрометр и измеряем в нерабочей зоне. Запомнили. Измеряем в рабочей зоне. Поворачиваем на 90 градусов. Измеряем еще раз. Выбираем самое минимальное значение. Если разница между рабочей зоной и нерабочей зоной составляет больше 0,02, то клапан необходимо заменить. После того, как мы произвели дефектовку клапанов, нам необходимо произвести дефектовку их направляющих. Клапан вставляется в направляющую, и зазор между клапаном и направляющим у нас не должен превышать более 0,06. Если зазор будет больше, тогда клапан будет у нас болтаться и разбивать посадочное седло. Диаметр клапанов мы уже замеряли, и у нас он получился 7,56. Давайте измерим диаметр направляющей. Для измерения диаметра направляющих используется набор специальных пилотов. Я беру пилот 803 и пытаюсь его вставить. Он у меня не вставляется. Беру пилот 802, и он у меня легко входит. Значит, у нас диаметр втулки более чем 8,02. И разница между клапаном получается как раз более 0,06, и втулка требует замены. Переходим к следующему этапу диагностики. Теперь нам необходимо проверить, насколько плоскость головки блока у нас ровная. Для этого можем воспользоваться лекальной линейкой. Но в этом я никакого смысла не вижу, потому что плоскость нам нужно будет обрабатывать в любом случае. Если вам кто-то говорит, что ее не нужно обрабатывать при ремонте, то этому человеку не стоит доверять. Обработку будем производить на специальном станке. Для этого нам предварительно нужно головку выставить на станке очень ровно. Для этого воспользуемся индикатором. Выставим индикатор в одном углу головки в 0, а потом будем проверять в 4 точках его соответствие нулю. Если у нас будет отклонение от нуля, то головку нужно будет выставить так, чтобы отклонение исчезло. После этого можно будет включить станок и начать обработку. Обработка головки закончена. Для того, чтобы она стала ровной, мы сняли всего 0,05 мм. На этом диагностику можно считать законченной и можно перейти к восстановлению. Но это уже другой серии, поэтому подписывайтесь, будет еще интереснее. Всем пока.